Привет, я Себастьян Alarcón еще раз. В этом видео, мое второе видео, я хочу рассказать о том, что произошло сегодня 6 июля в Бразилии. Вы знаете, футбольные любители, что для нас сегодня было очень важное мероприятие для нас. Жеребьевка чемпионата мира по футболу Бразилия 2014 года. 32 команды будут играть на бразильской земле, чтобы иметь победитель. И я хочу рассказать о результатах созданных сегодня. Поехали. Группа А. У нас есть хозяинка Бразилия, Хорватия, мою страну Мексика и Камерун. Вы знаете, что Бразилия это начальник по мире по футболу. И вопрос для нас, лучший вопрос для нас будет, какая команда будет второй из этой группы. У Хорватии есть игроки как Модрич, как Манджукич и так далее, которые играют очень хорошо. Например, Модрич играет в команде Реал Мадрид. Камерун это начальник по Африке и всегда играет очень хорошо. К сожалению, в прошлом чемпионате Камерун проиграл все игры. Мексика, конечно, это сюрприз для меня, потому что, по-моему, Мексика не играла очень хорошо. Эта команда должна была играть против Новой Зеландии из-за плохого игрской системы. И Бразилия, вы знаете, что Бразилия была победителем чемпионата конфедерации в этом году. И Мексика играла против нее, и мы проиграли со счетом 2-0. По-моему, у нас есть надежда, чтобы пройти на следующую этапу, кроме Бразилии. Следующая группа. Группа Б. Чемпион Испания, Голландия, Чили и Австралия. До тех пор мы не считаем совсем Австралию. Это дело между трем командами. У Чили есть хорошие команды, например, Arturo Vidal, Alexis Sánchez. Arturo Vidal играет на Juventus очень важный, и он играет очень хорошо. Несмотря что он играет внутри поля, он забивает гол. Очень интересный. И вы знаете, Испания и Голландия играли финал 3 года назад. Испания была чемпиона. И есть чемпион. Испания это чемпиона. И я думаю, что эти две команды пройдет на следующем этапе. Группа С. Колумбия, Греция, Кот-д'Ивуар и Япония. Япония играет очень хорошо на товарищеских матчах. Играла очень хорошо против Голландии и против Бельгии. Я думаю, что это Бельгия, я говорю о ней потом. Япония может быть черный лошадь на следующем чемпионате. Кот-д'Ивуар всегда играли в группах смерти. Что такие группы смерти? Это группа, в которой 4 команды
может пройдет. Есть э, разные возможности, но похожи. Греция, вы знаете, что это очень дефенсивный. Я не знаю, как сказать это по-русски. А Колумбия, у Колумбии есть очень хорошая, прекрасная генерация в ее истории. Игрока как Ospina, как Радамель Фалькао и так далее, играет очень хорошо. Поэтому Колумбия был начальник ее группы. Начальник своей группы. И я думаю, что есть возможность, что в Колумбия войдет в историю. Следующая группа. Группа B. Это группа смерти. Первая группа смерти. Уругвай, Коста-Рика, Англия и Италия. В этом группе есть 3 чемпиона мира. Уругвай на 1930 году и после 20 лет. И Англия один чемпионат на 66 году и Italia. Вы знаете, la squadra azzurra, это el catenaccio и так далее. Это не будет тяжелый групп. Коста-Рика, я думаю, что у Коста-Рика нет возможностей. Потому что, вы знаете, Уругвай, Италия самые важные команды. Уругвай были чемпионом Бразилия, потому что Бразилия 2014 года это второй раз, что Бразиль организует эту компетицию. Англия, я не знаю, что случается с этой командой, потому что есть хорошие игроки, но я не знаю, почему не играет как свой английский фан хотят. Я думаю, что из этой группы пройдет Уругвай и Италия. Группа И. Швейцария, Эквадор, Франция и Гондурас. У Гондурас нет шансов. Но Франция, если у Франции нет проблем внутри собой, я думаю, что Франция может войти в историю, потому что французские игроки это начальники, как Карим Бензема, что еще Стив Манданда, Франк Ривери, он может, которые он могут играть золотая шляпа. Швейцария играет очень хорошо, но я не знаю, почему Швейцария была начальником своей группы. Но из этой группы пройдет Франция и Швейцария. Я забыл рассказывать об Эквадоре. К сожалению, его самый важный игрок, Кристиан Бермудес, он умер в этом году в Катаре. И не играет очень хорошо. Он играет как хозяин, играл очень хорошо, но возле дома была другая команда. Группа F. Argentina, Bosnia y Herzegovina, Irán y Nigeria. Argentina y Nigeria
опять будет играть в этом году. Босния и Герцеговина это свой первый участник в этой компетенции. Иран возвращается после 6 лет. Но Аргентина и Нигерия пройдет на следующем этапе. Потому что у Аргентины есть лучшие команды, чем 3 года назад. Лионель Месси, вы знаете, несмотря что он болен, он сейчас болен, он вернулся в команду и он поможет Аргентине, чтобы иметь хорошее участие. Иран это слабее команды, чем 7 лет назад. И Нигерия это мы не знаем, что случается с африканскими командами, потому что играет очень хорошо на товарищеских матчах, а в чемпионате не играет хорошо и не проходит. Группа D. Вторая группа смерть. Германия, Португалия, Гана и США. Есть хороший матч и интересный, например, матч между братьев Боатенг. Кевин Принс, который играет Гана, и Жером Боатенг, который играет в Германии. Португалия. Криштиану Роналдо всегда на голову выше на португальском команде. И я думаю, что он могут быть игрок с золотым пальтом. И еще это важная команда, играет еще лучше с тренером Юргеном Клиншманом, но, к сожалению, у американцев нет шансов, чтобы пройти на следующем этапе. Я думаю, что и пройдет Германия и Португалия. А последний группа H. Бельгия, Алжир, Россия и Южная Корея. Корея играет очень хорошо до тех пор, после того, как они вели четвертой командой на чемпионате. Россия после много слоя системы наконец прошла в Россию. У Алжира нет шансов, и у Бельгии это черный лошадь. Потому что есть хорошая генерация с игроками как Лукаку, Эден Хазард, Вермейлен, Куртуа и так далее. И Бельгия может быть сюрприз, и поэтому это черный лошадь. И из этого группы пройдет Бельгия и Россия. Я буду поддерживать Россию, потому что благодаря этому языку я могу общаться с людьми 50 стран СНГ. Но я сказал о том, что своем мнении, но мы считаем, и через 6 лет мы узнаем,
что будет, какая команда будет победителем. Есть монровская доктрина. Америка для американцев. И никакая европейская команда была победителем в Америке. Я думаю, что победителем будет Бразилия. Но это все. Если у вас есть комментарий, потому что мой русский язык была плохая в этом видео, пожалуйста, напишите, пожалуйста. И пока. На следующем видео я буду говорить о том, что произошло на последних 2 недели, потому что было очень интересные мероприятия. Ну, пока.